Всем привет! Вы на канале Планета Земля. И сегодня мы поговорим о водопадах. Встреча с водопадами всегда праздник. Как и любая наша встреча с прекрасным, необычным, величественным. Для одних поездка к великому водопаду часто становится главным путешествием всей жизни. А для других даже вид падающей воды действует благотворно. Но объяснить магнетизм водопадов научно пока никто так и не смог. Но это нас никогда не останавливало, и может мы будем первые, кто это объяснит. Поехали! Для начала выясним, что такое водопад. Многие скажут, что тут такого, в самом слове заключена суть. Но я все-таки возьму толстую книжку, например, классический толковый словарь русского языка Ожегова, и посмотрю, что водопад – это падение воды реки с уступа, пересекающего речное русло. Вода может падать по нескольким уступам, образуя серию водопадов. Менее круто падающие водопады называют водоскатами. И кто слушал внимательно, сразу представил перед собой водопад. Что такое водопад, мы выяснили. Теперь наша задача их найти. Но в наш цифровой век это сделать довольно просто. Кликнул кнопку, и ты уже рядом, пусть и в виртуальном мире, но тем не менее. А раньше-то все было по-другому, и люди путешествовали, открывали новые земли, тратя на это много месяцев, а то и лет. Тем не менее, они видели это первыми. Как сейчас кто-то пишет, что увидел видео первым на канале. Но и тут незадача. Что значит первый? Возьмем того же Колумба. Когда мы говорим «Колумб открыл Америку», подразумевается, открыл-то только для европейцев. Индейцы ведь там жили задолго до того. Так же и с водопадами. Корбе на острове Гваделупа на Карибах Христофор Колумб описал сразу же, как высадился там в 1493 году. Привилегия увидеть первым водопад Игуасу в южноамериканской сельве принадлежит конкистадору Альваро де Века. Ниагару белые колонисты обнаружили в самом начале 17 века. В долину Йосемити, здесь несколько десятков водопадов, в горах Сьерра-Невада в Калифорнии, попали только в 1833 году. Огромный водопад Каятур в Гвиане открыл в 1870-м отряд британских геологов. Его возглавлял Чарльз Браун. Водопад Виктория на реке Замбези первым из европейцев в 1855 году увидел и описал Дэвид Ливингстон. Истоки другой великой африканской реки Нила стремились отыскать еще древний Геродот, Александр Македонский, Юлий Цезарь. Но кто первый нашел знаменитый водопад Голубого Нила в Эфиопии, неизвестно. На западе Китая, на реке Байшуй, целый каскад из 18 водопадов. Самый значительный из них – Хуангасю. Он был открыт в 1683 году путешественником Сюем Сяке. Похожие ситуации с самыми высокими и широкими водопадами мира. Американский летчик Джеймс Энджел в середине 30-х годов прошлого века в поисках руд и алмазов много летал над Венесуэльской сельвой и даже совершил посадку на одной из вершин Ауэнтипуи. Обнаруженный им и впоследствии разрекламированный гигантский водопад, хотя он и был известен с начала 20 века, назвали именем пилота, но на испанский манер – Анхель. Водопад Кхон в Индокитае в 1920 году тоже получил имя своего исследователя, как и новозеландский Сазерленд. Есть и совсем недавнее открытие. Тальниковский водопад на плато Путарана на севере Красноярского края начали исследовать только в середине 70-х годов. Тогда и выяснилось, что это самый высокий водопад России. А еще ставим на заметку, что людям нравится все большое и грандиозное. Размер имеет значение. Этот рекламный слоган американско-японского фильма о чудовище Годзилле актуален и в нашем случае. Некоторые специалисты предлагают считать водопадом место, где вода падает с высоты более метра. Замечу, что это очень спорное заявление. По такой логике мы все создатели водопадов, пусть и кратковременных. Но не будем взращивать в себе богов, а скажу только, если перепад ниже, это уже пороги и уступы. Самые высокие водопады планеты в диапазоне от 500 до 1000 метров. Обычно они стекают ярусами в несколько этажей. Два других основных параметра солидных водопадов – ширина и водосток. Но дело в том, что большинство ведут себя словно красивые девушки, постоянством не отличаются. Причина тому, как легко догадаться, сезонность. Объем сбрасываемой воды может увеличиться в десятки и сотни раз. Иные водопады, обычно радующие полноводностью, в межень и засушливые годы сильно худеют, а иногда почти полностью пересыхают. Есть даже термин «эфемерный
эфемерные водопады, от греческого «эфемерос» – однодневный. Стоял снег в горах, кончился ливень, и водопадик исчез. Вот почему, отправляясь в путешествие к водопаду, стоит заранее уточнить его график работы, иначе вас ждет разочарование. Впрочем, в сезон к великим водопадам трудно приблизиться. Красота скрыта водяным туманом и облаком брызг. Огромные плащи, которые обычно выдают туристам, не спасают. Все равно промокнешь до нитки. Да и фотографировать почти невозможно. Ширина лучших водопадов планеты измеряется километрами. Иногда они находятся на границах стран. Например, Канады и США, Ниагара, в общей сложностью более километра, Бразилии и Аргентины, Игуасу, Замбии и Зимбабве, Виктория, Лаоса и Камбоджи, Кхон – самый широкий водопад в мире, почти 13 километров. Водосток вообще весьма абстрактная величина, хотя туристические путеводители любят поражать многозначными цифрами. Ну что могут сказать 5720 тонн воды в секунду Ниагары или 500 000 кубометров в минуту у Виктории? Главное, чтобы красиво было. Ощущение грандиозности возникает, когда сочетание ширины и водостока максимальное. Величайшие водопады планеты по сравнению с рекордсменами по высоте достаточно приземистые, чаще всего до 100 метров. На их фоне долгие длинные потоки, сбегающие с утеса высотой более полукилометра, порой выглядят жалкими струйками. Известнейший водопад на реке Ниагары не самый высокий и широкий, зато всегда полноводный. С размерами разобрались, но ученым этого маловато, им все нужно разложить по полочкам. Но классифицировать водопады – дело непростое. Во всяком случае, единого мнения среди них пока нет. Специалисты водопады делят на те, у которых высота больше ширины потока, и на те, у которых меньше. Согласитесь, это весьма условно и мало о чем говорит. Различают блоковые, щелевые, каскадные, обрывные, многоступенчатые, ярусные, сегментированные, веерные водопады. Есть и более красочные термины. Например, конский хвост. Поток частично распластан по каменному обрыву. Пуншевая чаша. Озерцо на одном из уступов. Исполиновым или эрозионным котлом называют кипящий от брызг и водоворота в бассейн у подножья водопада. Возраст большинства водопадов Земли не столь уж и велик. Они появились в период последнего отступления ледников, около 10 тысяч лет назад. Гигантские толщи льда прорезали ущелья в горах, со временем превратившиеся в долины. Относительно долго могут жить только потоки, несущие свои воды в твердых скальных породах. И все же со временем водопад съедает сам себя, отступая вверх по течению, образуя пороги. А какие же красивые названия давали люди водопадам! Местные жители-аборигены давали своим водопадам весьма поэтичные имена. Например, водопад Виктория раньше назывался «Дым, который гремит». Большая вода – это Игуасу. Гром воды – она же Ниагара, место великого шума, Ауграбис на реке Оранжевая в Южной Африке, водопады Палус в американском штате Вашингтон и Шошоне в Айдахо названы именами индейских племен. Белые колонизаторы переиначивали схожие названия на свой лад. Водопад Дух пыхтящего ветра в долине Йосемити стал Брайдал Вейл, фата невесты. Этот образ довольно распространен. Есть двойник в Канаде, провинция Альберта. Точно так же Брайдал Вейл зовется малый поток Ниагары. Конский хвост – тоже частая метафора. Специалисты именуют так и целый вид водопадов. В Шотландии есть хвост серой кобылы. В арагонских Пиренеях – Коло де Кабальо. Опять конский хвост, но уже по-испански. Еще одно частое название – девичьи слезы. Эраван в Таиланде назван в честь трехглавого белого слона из индуистской легенды. Петровей в Чили на местном наречии означает «дымное место» или «обитель москитов». Имя красивого марокканского водопада – Узут. Олива по-арабски. Ласкают слух медовые водопады на Кавказе. Поскольку падающая вода не всегда радует, иногда и пугает, в ходу всякая чертовщина. Главный подковообразный поток Игуасу – Гарганта до Дьябло, глотка дьявола по-португальски. Девилс – катаракт есть на Виктории в Зимбабве. Посреди этого же водопада, уже в Замбии, дьявольский бассейн у самого среза воды. Обычное дело называть водопады без затей, просто именем реки или ручья. Это знаменитый Рейнфаль, Ниагара,
Тугела в Южной Африке, Таравера в Новой Зеландии, невысокие, но очень любимые туристами Вайлуа на острове Куаи, Гавайи и Манавгат в Турции, недалеко от курорта Сиде. Вот еще Кав-Крик, Телячий ручей, в штате Юта, Брукс на Аляске, его изюминка, медведи выходят сюда охотиться на лосося, Лаха в Чили, наш Тальниковский водопад на Таймыре. Громко звучит имя Илья Муромец, водопада на Курильском острове Итуруп. Не то что японская Ракибецу, а на севере России небольшие водопадики и пороги часто именуют падунами. А вот название водопада Кивач в Карелии переводится с финского вполне предсказуемо – камень. Другой вариант – мощный, стремительный, так же как и название Кавказской речки и каскада водопадов Руфабга. По-адыгейски это бешеный, строптивый. А на Алтае на реке Шинок есть водопад Жираф. Но люди, смотрев на водопады, не могли из этого не поиметь какой-нибудь выгоды. Падающая вода – это источник огромной энергии. Электростанции построены на очень многих крупных и даже небольших водопадах. Но не всегда это хорошо для природы. Больше всего не повезло Гуайра. Другое название – сети Кедас в Южной Америке. В 1982 году Бразилия и Парагвай перегородили реку Парана плотиной. ГЭС Итайпу стала на некоторое время самой мощной в мире, вдвое больше, чем наша Красноярская или Саяно-Шушенская до аварии в 2009. Образовалось огромное водохранилище длиной 160 километров. Оно почти затопило водопад Гуайра, а ведь тот числился одним из самых широких и полноводных в мире. С Ниагарой обошлись более гуманно. Строить ГЭС там начали еще в конце 19 века. Теперь же это целый гидроэнергетический комплекс. Их даже два. С американской стороны ГЭС Роберт Мозес и гидроаккумулирующая станция ГАЭС Льюистон. В Канаде сэр Адам Бек. Земля под Ниагарским водопадом и рядом прорезана несколькими каналами и туннелями диаметром около 15 метров и длиной более 10 километров. Вода забирается выше водопада и, отработав на турбинах, возвращается в реку, почти не меняя ландшафта. Вид падающей воды завораживает. Каждый водопад, даже самый маленький, окружен легендами, сказками, на худой конец современными байками. На Ниагаре экскурсовод непременно расскажет древнюю историю об индейской девушке Лалавале. Спасаясь от несчастливого замужества, она бросилась с водопада в каноэ, но ее на лету поймал бог грома Хено, и с тех пор их души живут вместе в пещере. Дэвиду Ливингстону туземцы поведали о чудовищной змее, обитающей в водах Замбези. Водопаду Масио-Тунья, теперь Виктория, они приносили жертвы, но сами опасались подходить близко. Грохота и опасности не боялись только колдуны. Агурские водопады близ Сочи, оказывается, помнят Прометея, того самого, что дал людям огонь. Красавицу Агуру боги превратили в горную речку. Она помогала прикованному к скале опальному титану. Человеку настолько нравятся водопады, что нередко он занимается их строительством. Архитекторы иногда делают просто чудеса. Как, например, в Сингапуре, в аэропорту, был возведен самый большой в мире внутренний водопад. В новом здании поток воды причудливо падает с высоты 40 метров, а вокруг искусственного чуда расположены многочисленные кафе, рестораны и прогулочные площадки. Один из самых высоких в мире искусственных внешних водопадов реализован в Гуяне, на юго-западе Китая. В небоскребе вода падает с высоты 108 метров и приковывает к себе внимание всех гостей города. В Индонезии, на острове Ява, в развлекательном парке построено ступенчатое высокое здание с живыми растениями и водопадом. Живописные потоки воды реализованы в виде 7 ступенчатых водопадов, впадающих в озеро. И опять в центре внимания фантастический Сингапур. В сооружении Gardens by the Bay расположен 30-метровый тропический искусственный водопад под прозрачной крышей. Ставшие уже знаменитыми и популярными сады у залива были спроектированы британскими архитекторами и ландшафтными дизайнерами. Встреча с водопадами – праздник, как и любая наша встреча с прекрасным, необычным, величественным. По мнению медиков, падающая вода благотворно действует на человека благодаря эффекту гидро-, аэро- и ионизации
цивилизации. Возможно, магнетизм водопадов объясним и так. Не случайно долины водопадов считаются лучшими местами для медитации. Японцы, известные философы и созерцатели, возвели любование природой в настоящий культ. Их давняя традиция устраивать декоративные водопадики у себя в садах, домах, гостиницах. И хочется подытожить вышесказанное древней хайку. А это, дорогие друзья, один из жанров японской поэзии, известный еще с 14 века. Гляжу на водопад, теряет взор мой остроту. Не устаю я любоваться совершенством. Сквозь бисер капель водопада луч солнца, как божественный клинок, проходит невесомо. Вот так от древних времен до наших дней, от водопадов, созданных природой, до водопадов, сделанных человечеством, мы проложили путь и в очередной раз узнали много нового. Смотрим, слушаем, записываем, подписываемся. Не забываем ставить лайки и делиться этим видео с друзьями. Это очень помогает продвижению. С вами был канал Планета Земля.